Друзья, всем привет! С вами снова Ольга Старшая. И я продолжаю заканчивать свой проект костюм фэнтези стиле для девушки. Сегодня у нас по плану работа над рукавами. И если успею, то, возможно, зацеплю капюшон. Ну, посмотрим, как буду двигаться в тайминге. Итак, приступаем к созданию наших рукавов. Да, кстати, я забыла сказать. В прошлый раз я укоротила юбку. Я не записала вот этот момент. Я укоротила саму вот эту нижнюю юбку и верхнюю, чтобы она была не прям в самый этот притык. Я еще не знаю, что я буду делать вот с этими уголками, вот с этими вот местами. Возможно, я их сведу к этой юбке, возможно, я наоборот опущу вот это вниз. Это я решу потом. Ну, для чего я это сделала? Потому что я хочу показать, что под этим всем плащом, под этой юбкой находятся такие штанишки. Вот. Как я это сделала? Сделала максимально простым образом. То есть я выделила вот эту линию, отложила интернал из Uline на, по-моему, там 10 сантиметров или что-то такое. Вот таким вот образом. И просто сделала отрез, кат. Все. На этом все и закончилось. Итак, начинаем делать рукава. Я знаю чисто теоретически, как рукава делаются. А как вот они прям строятся, ну, на чем основано построение этого рукава, это мне неизвестно. Поэтому будем просто ориентироваться на то, что я знаю. И все. Так. Надо посмотреть, какой у нас... Где у нас тут... Так, вот у нас измерение. Какого размера у нас руки? 24, да, примерно. Ну, окей. Значит, ширина рукава должна быть, ну, пусть будет 30. Тогда давайте начнем с этого, с прямоугольника. Так, я бы поставила текстурную. Нам нужна вот эта же ткань, что и на пиджаке. Так, пусть она будет 30. Теперь, что касается высоты рукава. Так, Shift-F. Мы его как-то должны расположить здесь. Вот так, да. Ну пусть будет... Ну пусть будет 60 пока. Так, посмотрим. Ну, в целом, вполне себе. Чтобы у нас ничего не заело, пока мы будем эти рукава пришивать, давайте чуть заморозим. Рукав, естественно, отморозить. И сейчас будем сочинять его. Так, поскольку это рукав под пиджак, то у него достаточно такая высокая должна быть... Как это сказать? Спуск такой высокий. Так, примерно делим пополам и делаем следующее. Спускаем это где-то... Так, минус 90. Ну, как минимум сантиметров на 10. А может и даже и на больше. Нет, пожалуй, на 10 и хватит. Так, теперь нам нужно выяснить 17:31. А здесь 25:68. Так, я полагаю, что это должно быть, вот эта точка должна быть где-то на
сантиметра 3 сюда. Так. И будем сейчас сочинять. Так. Наверное, я бы еще опустила сантиметра на 2. Вот это вот. Так, начнем с этого. 17:31. Давайте так. Значит, нам надо сделать здесь гайдлайн. Alt-C не переключается, зараза. Ладно, искривляем вот эту штуку. Так, нам бы здесь тоже сделать гайдлайн. Хотя это бесполезно, потому что тут другой наклон будет. И сразу давайте-ка я опять сделаю. Так, C. Здесь нам не нужна большая такая штука. Здесь у нас основной будет изгиб на заднюю стенку заходить. Так, 17,70, да, а нам нужно 17,30. Тогда мы можем, наверное, это все-таки на 1 сантиметр опустить. И что получаем? 16. Много. Тогда на полсантиметра. Так, здесь 90. О, практически. 17,30. Так, давайте-ка. А что это у нас направляющие все залоченные? Не залоченные. Ну ладно, хорошо. А здесь сзади у нас 25,68. Окей. С. Здесь, наверное, надо чуть-чуть побольше. И нам надо побольше вот эту сделать. О, и нам все равно не хватает. А возможно, кстати, ее нужно сделать вот так, чтобы она шла немного наверх. Так. Но нам все равно не хватает. И здесь, кстати, тоже накрылась медным тазом. 17. Так, чем мы сейчас будем это добивать? Полагаю, что будем добивать той самой высотой. Которую я только что убрал. Ладно. Так вот оно все и делается. Так. Давайте эту точку сместим сюда. Так, здесь, насколько я помню, нам нужно 24. Так. Ладно, давайте настроим вот эту. 24 вот что-то там. В плане вот ширины изгиба. Вот этого вот. Все здесь окей. Так. Нам придется, наверное, еще и шириной добивать. Еще раз. Что-то сместилось. 25,68, а у меня 23.
Ладно, давайте шириной добьем. Угу, еще. Угу, не хватает. Ладно. Так. Чтоб видно было числа. 25,68. Здесь хватило. А здесь С 17,31. Окей. Здесь окей. Хорошо. Пришиваем следующим образом. Это сюда и сюда с шрифтом. А это сюда и сюда. Дальше это сшиваем с этим. Давайте усилим и посмотрим, что получится. Ну, заживалось маленько. Самый быстрый способ решения этого зажевывания — просто поставить какой-то слой. Все. Супер. Слой можно убирать. Так, что мне сейчас не нравится? Мне вот прям сейчас не нравится вот этот вот спуск. Короче, мне хочется сделать вот эту точку выше. И, соответственно, вот это меньше. Что это у нас тут получилось? 18. И вот это, наверное, тоже. То есть рукав типа уже, но спуск этот побольше. Во. Сейчас осталось сделать только настроить, короче, подогнать вот это вот все линии. Здесь у нас должно быть 17,30, да? Тогда, наверное, еще уже надо сделать. Даже еще? О, боже. Это прям уж слишком. Так. Я бы, наверное, вот этим тут чуток что-то сделала. Ой, еще сдвинула. О, тут четенько. А здесь 26 должно быть. 20. Так, я все время забываю, это не круглое число. 25,68. Так. 25,74 С. Все, четко. Смотрим. Да, вроде бы да. Давайте я отморожу все. А, нет, давайте, знаете, что я сделаю? Я сделаю сразу Ctrl-D. Так. Посмотрим, как оно себя ведет. А потом я, наверное, не все отморожу, только пиджак. Как бы зачем нам все остальное отмораживать? Пусть он просимулируется как следует. И еще вот в этих местах у нас там шов поставлен на 180
градусов, да, вот здесь. Давайте мы его сделаем. Не тюрнут, конечно, но пусть будет 270, например. Вдруг это что-то даст. Ну или даже 330. Отлично. Здесь вот хорошо он встал. Так, давайте попробуем сзади сделать то же самое. Хотя я не уверена, что это хорошо сработает. О, замечательно. А вот здесь вот шов, как раз таки наоборот. Я бы сделала бы, ну там что-то, может быть, 120, чтобы он был остренький. И вот этот тоже. Ну, он же типа изломанный такой, типа как будто бы, ну, не под 90 градусов сделан, но все-таки острота какая-то у этого места должна быть, я считаю. Может быть, даже больше. Ну, в целом, окей. Так, мне, в принципе, рукав и даже длина рукава нравится. Единственное, что мне почему-то хочется... Давайте глянем на реф. Где наш реф? Так. Ну, вот здесь вот такая ткань нарисована, типа как бы легкая. А манжет, типа, как будто бы из жесткой какой-то ткани. Я не знаю, хорошо ли это будет. Давайте попробуем что-нибудь легкое. У нас есть ткань юбки, например. Вот этой вот верхней. Давайте глянем, как она себя вести будет. Ну, не то чтобы что-то тут сильно изменилось. Но, возможно, это прикольный вариант. Так, еще раз. И тут даже типа рука просвечивает. Ну, такое. Интересно, конечно. Интересное решение. Хорошо. Манжет. Значит, как нам сделать манжет лучше? Мне даже нравится, знаете, что рукав прямой. Ну, типа, что в нем нету никакого заужения и ничего такого. Так. Теперь мне, знаете, что не хватает? Мне не хватает ширины вот здесь вот. Хочется немного переделать это вот 25-68. Вот эту часть. Как бы расширить. Вот, да, видите, здесь не хватило немножечко. Да-да-да, оно самое. Вот. Да, вот этого в рукаве не хватало. А вот здесь, по-моему, должен быть другой наклон. Так, должно быть 17-30. Да, и здесь должен быть другой наклон. И нам нужно будет, наверное, чуть-чуть расширить здесь рукав. Так, С.
Так, а здесь 25, 60. А здесь наоборот надо будет заузить. Так. Вот тут вот прибрать. Нам придется тут еще одну точку добавить. И, наверное, лучше сделать это кривыми, а не этими. Так, нет, не так. Нам так не пойдет. Тогда X. Да, нам нужно будет вот таким образом что-то сделать. Двадцать шесть, 66. Практически да. Угу. Но вот это должно быть ниже и шире. Так, потому что здесь у нас тут что-то натопорщилось. Так. Интересно, конечно, тут что-то получилось. Давайте-ка я верну рукавам назад ткань. И посмотрим, что у нас тут происходит. Так. Давайте сделаем 100. Так. И у этого шва тоже 100. Так. Еще раз. Задняя стенка. 25, 68. А у меня... А у меня это слишком много. Так. А ну я сделаю так. 13,53. Значит, мы сделаем это 13,53. Так. А эта часть 12,15. Отлично. Так, 12,16. Ну, давайте отодвинем вот этим 12. Да бог с ним, пусть 14. Так, а здесь 14, а мне нужно 13,5. Так, 13,5, здесь 12,15. С. Все отлично. Теперь берем, рихтуем наши швы.
Чтобы все четенько было. Так, ну вроде бы да. Но мне все равно что-то не нравится. Ай-яй-яй-яй. Так, а что мне, собственно говоря, не нравится? Мне не нравится вот здесь вот ширина. Такое чувство, что вот эта точка должна быть как будто бы выше. Или это из-за настроек шва? Давайте я его сделаю 180, как и был, и посмотрим, что будет. Какое-то здесь мне натяжение не нравится. Возможно, это, кстати, тоже из-за вот этого вот. Жалко, что в швах нельзя градиент ставить, а так бы он нам пригодился. Давайте вернем 180 и посмотрим, как это повлияет. Получается, что здесь слишком крутая вот эта штука. Ладно. Сейчас будем мучиться дальше. Вот поэтому я могу и не успеть дойти до капюшона. Сейчас я буду мучиться с этими, с рукавами. Такое чувство, что это надо отодвинуть вот это. Поднять и отодвинуть. Так. Блин, как же мне не нравится, когда... Когда вот это вот неровное... Вот почему оно 13,53 Q? Давайте сделаем 13,5 хотя бы. На 3 каких-то на 3 сотых, а проблем намного больше, чем 12-15 С. Что тут нельзя сделать на 12,5 тоже? Так, здесь 13,5, а здесь 12,5. Все, теперь хоть запомню. 13,5. Так. Б 13,5. Тут окей. Так, я поняла. Короче, вот здесь вот это вот... вот это вот должно быть как бы вот таким вот. То есть пологость вот этой линии должна быть больше. Тогда здесь оно выпучится, насколько мне надо. Спереди все окей, а вот здесь вот не окей. Но вот сейчас стало лучше. Так. Ага, давайте еще отодвинем. Где-то на минус 180. С. Так, 13,5. И может быть... 12... Нет, тут 13,5. И тут вот
Вот так. Так, здесь окей. Хотя нет, не хочу я эту точку сюда делать. Так, а здесь 12,5. Значит, надо отвести это сюда. Так, по-моему, это должно быть еще более пологое. Так, ну-ка. Все лучше и лучше. Тогда, может быть, и шов этот сделать 120. Тогда, может быть, лучше будет. Так. Ну, в целом мне это нравится. Мне вот эта линия нравится. Мне не нравится только... блин, вот ширина же вот это неправильная. Ну-ка. Ну, в целом неплохо. Давайте попробуем с этой тканью, посмотрим, что происходит. Ну, неплохо. Прям даже красивишно. Хорошо. Так, делаем internal isoline. Ну, давайте на 15 сантиметров примерно. Это у нас будут вроде как манжеты. И манжеты эти еще вроде как с подъемом, с каким-то, что ли. Давайте попробуем сделать следующее. Так. И подъем у них такой интересный. Или это просто стилизация, поэтому здесь такой подъем нарисовали. Даже не знаю. Нет, ну с одной стороны хочется какого-то такого изгиба. Пусть будет так. А с другой стороны, для начала, давайте я все-таки заужу, наверное, слегка эти рукава. С обоих сторон. Так, пусть они будут 20... Ух ты! 25, например. Так. А может быть еще уже. Допустим, 23. И посмотрим. Угу. Так, проверим вот это 48,4 и 3 сотых. Q в другую сторону. Давайте сделаем ровненько 48. Q тоже 48. Так, еще раз. Вернее, сделаем так. Trim to outline. Так, а у меня еще и не отображаются интернал лайны.
Ну, в целом, наверное, это нормальная ширина. И можно попробовать сделать так. Знаете, как я хочу попробовать сделать? Я вот хочу сделать следующее. Так, в другую сторону, где-то на сантиметр. Так, дальше. Я, наверное, сделаю так. Так, вам не видно, да? Хорошо, давайте сверху. Create lining outside. И мы делаем как бы дубликат рукавов. Теперь я сделаю так. Cut назад. Так, remove linked editing. Так, это у нас выделяется как этот. Эти мы назначаем apply symmetry with shim. И вот по этой линии я делаю cut. Вот эти кусочки я удаляю, и мы получаем рукава, которые у нас пришиты поверху на... Так, я хочу назначить вот эту ткань сюда. Так, и у нас получается рукава, которые пришиты сверху. Значит, давайте поставим саблейры. Это сюда. Это сюда. Дальше настроим швы. Так, turned, окей. Вот здесь я хочу убрать вообще все упоминания о швах, чтобы они не были... Так, вот эти швы я удалю, боковые, и сделаю по-другому. Я сошью их друг с другом. Ну, в смысле, две стороны, а не с вот этой частью. Все. Здесь все то же самое. Так, тут все удалено. Никаких упоминаний не должно быть. И смотрим, что получилось. Да. Здесь я бы хотел тоже убрать упоминание о швах. Пусть будет так. И у меня что, пока не показывается толщина? Показывается. Тогда в чем дело? Так. Internal line. Ну-ка, давайте сделаем вот что. Разошью я нафиг вот это вот. Все. Можно сделать этим паттерном, вот этим. Знаете, что можно сделать? Короче, их чуть-чуть растопырить. Q в обе стороны. Например, довести до 25. Они, конечно, превратятся в кривые. Но это фигня. Не в кривые безе, а в такие с точками. Это фигня полная. На это не обращаем внимания. Просто... Так, а можем еще немножечко расширить? Так, давайте-ка я Q в обе стороны. Давайте сделаем до 28 и посмотрим, что нам это даст. Может быть, это слишком будет? Так, и им сразу слой какой-нибудь побольше. Так, отлично. По-моему, это фигня. А вы что думаете? Давайте вернем до 25, ладно. И хватит. Хорошо. Так. Что еще этому вот всему счастью можно сделать? Значит, смотрите. Мы можем сделать экстра рендер thickness, то есть толщину. Ну,
хотя бы на единицу поставить. И еще можно попробовать... Так, что у нас здесь? 1527, 1526. Q. Давайте я сделаю 15 с обоих сторон. Не нравится мне это. А еще мне хочется... Так. То работает, то не работает. В общем, мне хочется здесь тоже сделать немножко вот такую штуку. Так оно, мне кажется, лучше ляжет. Угу. Так, что дальше-то? А, да, вот эти линии нам не нужны здесь, они уже лишние. Так, можно еще попробовать сделать здесь edge thickness и binding tape. Ну, как будто здесь такие... В общем, вы поняли. И даже, наверное, по ширине, как на поясе сделать. Такие утолщения. Так. В целом, я тут больше не знаю, что детализировать. Тут надо скорее уже детализировать на этом, как его... Кстати, давайте попробуем расшить вот эти швы. Вдруг что интересное получится. Допустим, на 5 сантиметров я их подниму. И посмотрим, как оно себя поведет, чтобы оно из-под пояса как будто бы торчало только, ну, уже расшитое. Все. Не знаю, что это даст. Но вдруг это даст что-то интересный какой-то эффект. Ну, хотя... Нет, что-то мне не хочется так делать. Пусть остается так, как есть. Хорошо, с рукавами меня, в принципе, все устраивает. Наверное, на сегодня я остановлюсь. И капюшон я уже сделаю в следующем видео. Вот такой вот результат у нас с рукавами получился. И надеюсь, что видео с капюшоном будет последним. В плане именно моделирования этой одежды. Не знаю, буду ли я записывать, как я крашу эту модель в Substance. И как рендерю ее в блендере. Или еще где-то. Ну, красить-то я ее точно буду, потому что мне нужно превью, и в портфолио выставить хочется уже как бы во всей красе. А вы напишите, вам интересно вообще было бы на это смотреть, как я буду красить эту модель, или нет. Потому что если сейчас вам это не интересно, то, в принципе, мне незачем тратить на это время. А если вам интересно, тогда, возможно, я засниму этот процесс. И это будет отдельный сериал по покраске. Поверьте, это очень такая работа скрупулезная и долгая. Все, всем пока. Всех была рада видеть. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и залетайте в мой телеграм-канал, если хотите со мной пообщаться лично. Всем пока.